Привет, YouTube! С вами Михаил Снитко, и тема этого видео – организация системы продаж. Чем определяется лидерство в бизнесе? Как правило, лидерство определяется способностью организовывать деятельность эффективно. Что такое эффективность? Это умение управлять компанией, затрачивая при этом минимум ресурсов. Для наглядности давайте рассмотрим такой пример. Чем отличается хороший пловец от плохого? Хороший пловец затрачивает минимум энергии, делает меньше лишних движений для достижения желаемого результата. Соль заключается в том, что плохому пловцу, чтобы получить тот же результат, придется затратить большее количество энергии. То же самое и в бизнесе. Чем меньше лишних движений совершается, тем бизнес становится эффективнее. Часто все самые большие глупости происходят в результате непонимания элементарных вещей. Возьмем, например, человека, который выучил 3 блатных аккорда. Дело в том, что на этих блатных аккордах можно сыграть все песни на земле. Но если этот человек принял решение поступить, например, в консерваторию, его туда не возьмут. Почему? Проблема в том, что он нот не знает. Он не знает азы. Поэтому, чтобы разобраться в таком вопросе, как организация процесса продаж, для начала важно разобраться в вещах элементарных. Эти вещи все знают, но проблема заключается в том, как их между собой правильно увязать. Когда со всем этим начинаешь разбираться, возникают серьезные трудности. Почему? Дело в том, чтобы начать разбираться в вещах элементарных, нужно мужество. Тема данного видео будет полезна тем, кого волнует вопрос повышения объема продаж. Дело в том, что перед любым бизнесом, как правило, всегда стоит задача роста. И один из путей обеспечить этот рост – это развитие сбыта. Поэтому речь будет идти о конкретной технологии автоматизации процесса продаж, которая позволит получить желаемый результат. Задача – сделать этот процесс контролируемым, прогнозируемым, повысить эффективность работы и, как следствие, повысить продажи. Первое, с чего следует начать – это понять метод. Что такое метод? Метод – это то, как вы работаете с клиентом. Это ответ на вопрос, вы ему сначала звоните или едете навстречу. Вы ему сначала КП отправляете, а потом едете, или едете вместе с КП. Совокупность всех этапов продвижения клиента к сделке и есть метод. Как можно понять, есть метод или нет? Если человек может стабильно делать продажи, значит он метод чувствует. Метод – это максимальный выхлоп при минимальных усилиях. Первичная задача – это нащупать ядро, после чего начать выстраивать систему. Зачем нужна автоматизация? Автоматизация нужна для того, чтобы считать показатели. Но главное – считать эти показатели вовремя. Ключевая суть CRM-системы заключается в том, что она дает возможность видеть эти показатели в нужный момент времени. Но главное – эти данные начать собирать, так как из листочков и блокнотов эти данные, к сожалению, а может к счастью, не вытащить. Что такое CRM? CRM – это система управления отношениями с клиентами. Многие сейчас воспринимают CRM как карточка клиента и задача. Более продвинутые выстраивают цепочку отношений с клиентами, продвигают клиента к сделке путем перемещения его по конкретным этапам. Первичная цель – это правильно выстроить процесс продаж, потому что если процесс продаж в компании не поставлен, говорить о внедрении CRM-систем рано. Это так же, как и бухгалтерский учет. Если бухгалтерского учета в компании нет, то никакая программа по бухгалтерскому учету не поможет. С другой стороны, в компании должна быть создана система по сбору информации о клиентах. А зерном этой базы данных является картотека информации о клиентах. Тут важно понимать следующую мысль, что если в компании нет того места, куда скапливается информация, то информация скапливаться и обновляться не будет. Поэтому важно для начала такое место создать. По сути, создание CRM – это создание клиентской базы и работа по постоянному ее обновлению. Дело в том, что результаты, которые приносит отдел продаж, это всегда следствие тех бизнес-процессов, которые сложились в компании. Поэтому, если вы недовольны результатами своего отдела или хотите других результатов, то для начала надо разобраться в процессах, то есть их правильно выстроить, вследствие чего появляется возможность получать совершенно другие результаты. Но выстроить процессы – это половина пути. Далее к этим процессам надо подходить системно. То есть должна быть выстроена система контроля, учета, система измерений и анализа этой работы. Таким цивилизованным способом реализации этих задач является работа в CRM-системе. Какими качествами должна обладать CRM-система? Она должна быть как ключик в замочную скважину. То есть должна быть возможность сконфигурировать логику работы в ней таким образом, чтобы подойти идеально под конкретные бизнес-процессы, учитывая специфическую специфику компании. Ключевой особенностью такой CRM является гибкость. Но прежде чем начать заниматься выбором CRM, первичная задача – это процесс продаж перенести на лист бумаги
его оцифровать. В чем заключается суть процесса CRM? Это индивидуализация работы с клиентами. Никто не любит быть частью масс, поэтому работа с клиентом должна быть индивидуализирована, чтобы клиент не чувствовал себя частью толпы, или чтобы как минимум к нему не попало ни его предложение. Большинство маркетинговых технологий напоминают стрельбу установкой «Град», когда стрельба ведется по квадратам. А работа с применением технологий CRM напоминает стрельбу снайперскую, когда работа идет точечно. Основная задача – определить точки роста, понять системные сбои. Для решения таких задач хорошо помогает такой инструмент, как аудит процесса продаж. Кому нужен этот файл, можете мне написать, я вышлю. Вопросы в аудите являются такими наводками на мысли. Заполняя аудит, появляется возможность осуществить взгляд со стороны, увидеть бревно в глазу. Зачем нужен аудит? Во-первых, зафиксировать текущий статус, выявить проблемные зоны и составить план действий. То есть у вас должно сложиться понимание о текущей ситуации в данный момент и к чему вы в итоге можете прийти. Задача научиться мыслить цифрами, показателями, конверсиями, но за этими цифрами, графиками и таблицами важно научиться видеть суть, потому что сами по себе они ни о чем. Можно сделать колоссальное количество табличек и гордиться этим, но не иметь никакой возможности ими управлять. Ключевая суть – это сформировать технологию, которая станет вашей собственной панелью мониторинга для управления вашего бизнеса. Зачем в компанию внедрять CRM? Есть, например, один продукт и один клиент, и все задачи по нему можно удержать в голове. Дело в том, что проблемы начинаются, когда увеличивается количество продуктов и клиентов, когда у менеджеров начинается: «Этому я уже звонила», «Это мой», «Это твой», «Это не мой». Потом становится еще хуже. Если взять, например, поток из 100 лидов, то по каждому клиенту есть свои правила, свои ограничения, своя логика, свои источники. Поэтому CRM базируется на следующем принципе. Человек в своих возможностях оперативной памяти ограничен. Легко держать все в голове, когда у вас несколько клиентов, но когда количество клиентов увеличивается, начинается бардак. Все работает до тех пор, пока у вас не начинаются неизбежные сбои. Например, этому клиенту звонили, но не дозвонились. По идее, ему надо перезвонить, но не перезвонили. А кому-то вообще забыли. Этому обещали, но не позвонили. Или кому-то надо позвонить через полгода. Это накапливается как снежный ком, и вы понимаете, что с этим надо что-то делать. Как в ответ на это, многие заводят Excel, но потом понимают, что Excel тоже недостаточно. Потому что Excel приводит к тем же самым проблемам, потому что у вас образуется полотнище. Если в компании клиентский поток небольшой, то зачем внедрять CRM-систему? Исходя из логики развития, любой собственник бизнеса всегда держит в голове идею вырасти. Поэтому внедрять CRM-систему, когда у вас будут 1000 клиентов, не самый правильный подход. Потому что когда клиентов будут 1000, уже будет поздно. Внедрение CRM-системы повышает эффективность работы пусть и не в разы, но на 70-80% точно. И если вы вложите в это свои силы и время сейчас, то это будет ваш бонус в будущем. Эти 70-80%, например, от вашей выручки. Поэтому важно для себя решить, если вы расти собираетесь, то чем раньше вы начнете, тем раньше этот бонус будет у вас в перспективе. Это не то, что вы внедрите CRM-систему, когда вырастете, а вы вырастете в том случае, когда внедрите CRM-систему. Иначе вы просто не вырастете, потому что увеличение количества операций неизбежно приводит к сбоям. Какие могут быть точки срыва клиента? Это все моменты, когда клиенты от вас уходят по причине багов или по причине того, что ими просто никто не занимается. Типичная точка срыва в отделе продаж. Менеджер набирает клиента, не дозвонился и все. Поэтому задача руководителя отдела продаж – постоянно эти точки срыва мониторить и фиксить. В любом типичном отделе продаж есть 1001 вариант. Например, менеджер может сегодня поехать на встречу, а может пообзванивать новых или старых, а может еще что-то сделать или не сделать. Что мы делаем при помощи CRM? Мы берем и неоптимальные пути отсекаем. Вы не узурпатор, система действует сама. Она просто не дает возможности не действовать или действовать неправильно. Если взять всю совокупность звонков на менеджера, то в CRM можно вычленить те звонки, которые приводили к продаже, то есть выявить так называемые эффективные звонки. Например, менеджер звонил 100 часов, и 5 часов приводили к продаже. А другой менеджер звонил тоже 100 часов, и только 1 час приводил к деньгам. Это хороший параметр для понимания, то есть звоните ли вы тому, кому нужно звонить. Один из признаков системы – это предсказуемость. Система – это то, на что можно опереться. Что такое система?
Система – это метод ограничивания реальности для воздействия на эту реальность с определенной целью. Например, отдел продаж – это система, которая является подсистемой бизнеса как системы, потому что в бизнесе еще есть отдел маркетинга, производства, бухгалтерия и так далее. А в отделе продаж есть свои подсистемы. Дело в том, что эти подсистемы – это тоже метод ограничивания реальности для воздействия на эту реальность с определенной целью. У системы всегда есть цель, и эта совокупность элементов под названием система всегда работает с определенной целью. Важно ответить себе на вопрос, сколько отдел продаж обрабатывает в день заявок и звонков, какая средняя конверсия из лидов в сделке, какая конверсия из уникальных посетителей в заявке. Зачем говорить про показатели? Дело в том, что любые показатели важно знать и получать их вовремя, для того, чтобы делать выводы, и в результате этих выводов принимать соответствующие решения. Сейчас стало модно говорить о воронках и считать конверсии. Проблема заключается в том, что цифра конверсии 15% – это ни о чем. Что значит делать выводы? Если я вижу, что сегодня 20 число и прошло 70% месяца, а план выполнен на 50%, то какой я должен сделать вывод как продавец? Мне нужно или увеличить количество звонков, или каким-то образом найти большее количество заявок, чтобы в конце месяца план был выполнен на 100%. Благодаря CRM появляется возможность видеть статистические показатели и делать выводы, анализировать и на основе этих выводов принимать соответствующие решения. Возьмем выполнение плана продаж. Из чего происходит выполнение плана? Из количества сделок. Количество сделок делится на количество встреч. Количество встреч на количество звонков. Дело в том, что тот, кто знает статистику, тот легко это может сделать, а тот, кто не знает, не может. Потому что ключевой вопрос, сколько мне надо встреч провести, чтобы сделок стало, например, 5. Дело в том, что это можно сделать только тогда, когда вы ведете учет. Фундаментом в CRM-системе являются карточки клиента, карточки задачи и карточки сделки. Чем больше в этих карточках атрибутов, по типам отношений, по географии, по среднему чеку, по приоритету, по статусу, по рангу, по каналам привлечения, тем больше появляется вариантов для срезов, для извлечения данных. То есть эти поля становятся таким каркасом этой системы. Существует такое понятие, как лид. Что такое лид? Это потенциальный клиент. Он еще не клиент, но он может заплатить. CRM-системы хороши тем, что работают на уровне попыток. То есть мы работаем с попытками, превращая потенциальных клиентов в клиентов реальных, после чего уже с этими клиентами работаем по сделкам. Руководитель – это тот, кто постоянно ищет точки роста, ищет недоиспользуемые потенциалы, ищет новые сегменты. Тут мы подходим к такому понятию, как сегментация. Основной принцип сегментации – мы разрезаем клиентскую базу на категории, и с каждым этим куском работаем по-разному. Это то, что можно сделать в CRM-системе. Без CRM это сделать практически нереально. Любой параметр, любая цифра, которая фиксируется в CRM, может стать критерием для сегментации. Зачем нужно разрезать? Разрезать нужно для того, чтобы увеличить КПД, чтобы сконцентрировать свои усилия на нужный сегмент. Дело в том, что объединенные по одному признаку сегменты требуют разной логики подхода и работы с ними. Одних нужно удержать, других поощрить, третьих вернуть и так далее. А по каждому сегменту стоит своя задача. Маркетинг в отделе продаж – это работа с клиентом по сегментам при помощи людей. Какой существует критический набор требований при выборе CRM? Это возможность распаковывать заявки автоматически. Например, звонок произошел, карточка создалась. Письмо поступило не на почту, а оно сразу раскрылось в CRM-системе. Задача избежать дыры ввода информации. Как работают типичные отделы продаж? Заявка пришла, менеджер может ее создать, а может не создавать. Если менеджер может клиента не создавать, это информационный разрыв, это повод для вранья. Все заинтересованы быть в максимально прозрачной организации. Задача, чтобы информацию нельзя было не ввести. Задача, чтобы все события автоматически отображались, чтобы их нельзя было вырубить топором. Ключевое, что нужно от CRM, это система следующих шагов. Должна быть возможность нарезать процесс продаж на этапы продвижения клиента к сделке. Каждому этапу привязать задачи и назначить ответственных по задачам, что позволит осуществлять контроль и формировать отчетность. Также по клиенту нужна возможность накапливать статистику, денежную информацию по клиенту. Важно знать, сколько денег он принес за весь период жизненного цикла, какие были по нему убытки, какие доходы. В чем заключается проблема большинства компаний? Все ведут бухгалтерский учет, но в отрыве от клиента. В компании есть бухгалтерия, есть приход и расход,
но они никаким образом не увязаны с клиентами. Клиент не является центром. И вся бухгалтерия отталкивается не относительно клиента, а относительно поступивших денег как таковых. Поэтому центральным стержнем любой CRM-системы должно быть понятие клиента со всей информацией о нем. В чем заключается проблема организации процесса продаж? После привлечения лидов – это организация правильного переваривания заявок, то есть решение проблемы пищеварения. Принцип заключается в том, чтобы на входе создать широкий поток лидов, чтобы потом из него вытащить нужных. Тут мы подходим к такому понятию, как квалификация клиента. Что такое квалификация? Квалификация – это задать 2-3 вопроса. Итогом квалификации является выставленный приоритет этому клиенту и решение, будете ли вы с ним работать. И если будете, то кто с ним будет работать. Эта приоритизация имеет крайне важную роль. Квалификацию можно сравнить с сепарацией молока. Вы перегоняете часть на сметану и часть на сыворотку. Также важно и сепарировать клиентский поток. Мысль, которую важно усвоить, лидов можно нагнать больше, чем пропускная способность отдела продаж. То есть кусок мяса может быть больше мясорубки. Что мы делаем? Мы намеренно закрываем кран, потому что это тупо полить деньги на лиды, которые вы не в силах обработать. Рано или поздно приходит понимание пропускной способности по количеству лидов. Важно этот порог пропускной способности определить. И от этого определить нужное количество лидов и заявок, которые нужно пропустить. Как иногда бывает. На входе огромное количество лидов, а на выходе пшик. Почему так происходит? На входе очень много шелухи, то есть стоит задача отшелушивать. Дело в том, что ставить задачу по отшелушиванию профессиональным менеджерам – это неправильно. Чтобы высококвалифицированный сотрудник общался с неадекватными клиентами – это неправильная по принципу целесообразности идея. Что в этом случае надо сделать? Надо разрезать отдел продаж на функцию отшелушивания, то есть на эту квалификацию посадить дешевых телемаркетологов, а профессиональных менеджеров на следующий бизнес-процесс, где у них задача уже говорить предметно. Идея заключается в том, чтобы скрестить лучших менеджеров с лучшими клиентами. Внедрение CRM-системы в компанию – это своего рода ввод регламентов. Во многих случаях роль регламентов воспринимается неправильно. Существует 2 перекоса. Каких? Во-первых, это отсутствие регламентов, когда компания еще на зачаточном уровне, когда деятельность еще не структурирована. Во-вторых, это чрезмерное засилие регламентов, когда регламентируется каждый чих. Дело в том, что и то, и другое вредно. Существует 3 стадии развития компании. Первая стадия – это хаос. При хаосе страшно правила соблюдать и не страшно правила нарушать. В хаосе, если кто-то что-то сделал не так, то определить это практически невозможно. Вторая стадия – это беспорядок. Что такое беспорядок? Это когда кто-то что-то нарушил, то понятно, кто и что. Третья стадия – организованность. Это когда в компании порядок. Что значит порядок? Это когда страшно правила нарушать и радостно правила соблюдать. Тут наблюдается интересная закономерность. Переход от хаоса к порядку, как правило, происходит через беспорядок. Регламенты как раз и являются тем первым шагом от хаоса к беспорядку. Правильная организация регламентов дает возможность сознательной части персонала правильно строить свое поведение. При помощи регламентов руководитель показывает сотрудникам, чего он от них ожидает. В этом случае регламенты предупреждают людей, что с ними будет, если они, не дай бог, эти регламенты нарушат. Фактически в компании убирается произвол и вводится некое подобие системы. Людям нелояльным подается сигнал, что против них выстраивается система. Тем самым у ленивых работников отбивается охота вести себя неправильно, потому что увеличивается потенциальная опасность получить наказание за неправильные действия. Когда выстраивается система, всегда повышается вероятность выявления неправильных действий. Это как следствие стимулирует сотрудников вести себя правильно. Как внедрять CRM в компанию? Задача не спешить. Делать это без фанатизма. Сначала внедрить на небольшой участок, потому что все изменения возможны только на участке лояльных сотрудников. Что не рекомендуется делать, то это двигать всю баржу целиком, то есть всю компанию сразу. Это тяжело и очень болезненно. Возьмите 50 клиентов и на них наведите порядок. На 50 клиентах и на 2 лояльных менеджерах сделайте идеальный бизнес-процесс. После чего задача этот идеальный бизнес-процесс экстраполировать на всю компанию в целом. Мы меняем ситуацию через участок позитивных изменений, через такой пилотный проект. Создаем прецедент успешных изменений, чтобы потом, опираясь на него, изменить все остальное.
Наука об управлении изменениями гласит, что нельзя менять всю систему сразу. В чем заключается задача? Надо взять кусок максимально податливый, максимально лояльный, максимально готовый к изменениям и начать за него тянуть. Задача начать работать с теми людьми, которые не испортят идею, а защитят ее. Потому что нереально сложно, например, внедрять скрипты, когда у вас стоит вопрос, они вообще работают. Если вы на группе лояльных людей докажете целесообразность работы по скриптам, после чего возникает уже вопрос не о том, согласны ли вы работать по скриптам. Вопрос в том, кто сможет соответствовать новым правилам, а кто уйдет, потому что он не соответствует и тянет вниз. Бывает такая война между саботажем менеджеров и бюрократией, которая начинает вводиться руководителем. Какая бюрократия? Таблички, CRM-системы и так далее. Они говорят, может быть, мы работать будем, деньги зарабатывать, а не ерундой заниматься. Дело в том, что CRM-система – это то, что может вас защитить, как менеджера, от беспредела со стороны некачественного работодателя. Если вы, как менеджер, посчитаете для себя свой личный план, разрежете его на задачи, потом на день, вы поймете, что если, например, ваш желаемый заработок 100 тысяч в месяц, то ваш норматив – это 2 встречи, либо 50 звонков в день. После чего вам надо будет просто двигаться по простой модели, которая называется план-факт. Задача взять глобальный план, разрезать его на дни и просто фиксировать каждый день, отвечая себе на вопрос, мы сильно отстоим от плана или нет. Во всяком случае, появляется возможность не строить иллюзий, что в конце месяца взмахом волшебной палочки все изменится. Ты просто ежедневно сверяешься со своим нормативом и уточняешь цифры. Вы начинаете идти шагами максимальной вероятности к выполнению собственного плана. Потому что мы, люди, не способны в себе такой колоссальный объем данных удержать. Мы ошибаемся, мы действуем неэффективно, потому что человек склонен действовать в сторону наименьшего сопротивления. Поэтому, если у менеджера есть выбор работать с новыми или со старыми, естественно, он будет звонить старым, потому что ему с ними комфортно. Если менеджеру проще работать с документами, а не звонить в холодную, естественно, он будет создавать имитацию бурной деятельности, что он сейчас занят с документами. Что такое правильная CRM-система? Это система, которая ведет тебя оптимальным путем. Это процесс по постоянному поиску дыр и изъянов. Если выясняется, что менеджеры звонят не по тем клиентам, мы берем и на уровне правил ограничиваем возможность шага влево и вправо. То есть при всей своей кажущейся жесткости CRM – это самое благородное, что может быть. Потому что она ведет тебя правильным коридором. Она заинтересована в твоих же личных деньгах. Потому что цели менеджеров, руководителей и компаний совпадают. Это увеличение объема продаж. Проблема заключается в том, что многие менеджеры думают, чтобы больше зарабатывать, надо больше стараться. Вкладывать больше энергии в каждый разговор, делать что-то такое уникальное. Дело в том, чтобы больше зарабатывать, это не вкладывание больше энергии. Это просто выполнение определенного количества норматива. Это вопрос личных статистик. Проблема заключается в том, что в этом ракурсе мало кто мыслит. Статистика – упрямая штука. Дело в том, что если соотнести навыки менеджера и статистику, то статистика всегда победит. Выиграет не тот, кто круто говорит, а тот, кто планомерно работает, тот, кто умеет считать цифры. Сколько раз менеджер поднял трубку? Сколько раз дозвонился? Сколько успешных звонков совершил? Сколько встреч назначил? Сколько договоров заключил? Ключевая задача – это начать фиксировать события. Неважно, кто из клиентов заболел, уехал в командировку или произошел еще какой-то частный случай. Задача – выбраться из мышления частных случаев. Например, если заниматься статистикой, то можно обнаружить интересную зависимость. В работе менеджера можно определить пропорцию. Например, из 30 звонков получается 3 встречи. Проблема заключается в том, что в личных продажах это понять трудно. Например, в маркетинге, кто привык работать с цифрами и со статистикой, это понять легко. Количество показов такое, количество кликов такое, количество переходов на сайт такое, оставили заявку столько. Дело в том, что существует стереотип, что в интернете статистика это нормально, а в личных продажах нет, там всегда все по-разному. Все мыслят одноразово. Например, есть клиент, его надо отработать. Он ушел, все, я за него забыл. Что мы делаем? Мы растягиваем мышление компании в рамках всего жизненного цикла. То есть мы вводим в CRM серию писем и звонков, чтобы она выплевывала задачи таким образом, чтобы мы прошли всю цепочку касаний, которую мы для этого клиента задумали. Ключевая мысль – это научиться выстраивать систему таким образом,
чтобы она могла обрабатывать клиентов разной степени теплоты. То есть тех, кто не дожарен, дожарить. В CRM-систему можно также заложить скрипты. Но прежде чем говорить о скриптах, неплохо было бы разобраться, для чего они нужны с точки зрения управления. Благодаря скриптам быстрее адаптируются новички, происходит снятие стресса через технологизацию, то есть менеджерам проще говорить. Увеличивается конверсия, увеличивается эффективность, происходит соблюдение бизнес-процесса. Также наличие CRM-системы позволяет внедрить соревновательный эффект и прозрачность результатов. Что можно сделать? Берете отдел продаж и выводите в CRM-системе результаты менеджеров друг по отношению к другу. И вводите бонусы за первые места. В этом случае все гораздо быстрее начинают прыгать выше своей головы. Поэтому эффект соревновательности и прозрачности позволяет добиваться гораздо больших результатов и, как следствие, гораздо больших денег. Если кто-то думает, что он сам для себя всегда выбирает оптимальный сценарий, он ошибается, так как часто решение принимается не с точки зрения, чтобы стало больше денег, а с точки зрения сиюминутного комфорта. Человек не мыслит теорией вероятности, а CRM-система мыслит. Поэтому, если вы в такой среднего уровня продвинутости CRM работаете, то она вам скажет, что делать, и она будет права, она играет в ваших интересах. Поэтому CRM-система помогает, она говорит: этому бесполезно, этого не забудь, этого звони, этого добей и так далее. Какой эффект происходит, когда в компании появляется CRM-система? Сначала начинается сильный всплеск, потому что люди начинают вести себя более ответственно, зная, что их считают. В результате внедрения CRM мы получаем системность. То есть менеджер начинает работать не по описанному регламенту, а по заложенному регламенту. То есть по конкретным шагам продвижения клиента к сделке, которые пропустить нельзя. CRM-система – это приборная панель вашего бизнеса. Что вы делаете? Вы смотрите, наблюдаете, что происходит, меняете условия, изменяете правила, меняете статусы. То есть ведете своих людей к нужному результату через выполнение заданных нормативов. Для того, чтобы выйти на новый уровень, полезно в этом всем разобраться. Это совершенно иной подход к управлению. Поэтому, каким бы руководитель отдела продаж не был харизматичным лидером или таким жестким чуваком, все равно все цифры в голове не удержать. Можно кричать, ругаться, орать на людей, обещать им морковь, золотые горы, но все равно будет огромное количество микросбоев по причине человеческого фактора. А CRM – это системное решение. У некоторых руководителей есть такая гипотеза, что когда компания вырастет, я внедрю CRM-систему. На самом деле вы вырастете благодаря тому, что внедрите CRM-систему. То есть вы вырастете только тогда, когда у вас будет CRM-система. А CRM-система становится таким информационным центром, такими мозгами, памятью организации. Если вы начнете внедрять культуру CRM в компанию, возможно, сразу эффект вы не почувствуете. Но потом будете понимать, как вообще вы могли без этого существовать. На этой оптимистической ноте предлагаю данное видео закруглять. Желаю всем прийти к цивилизованному способу торговли и организации правильного сбыта. А также желаю всем бурного роста продаж, и пусть ваши результаты всегда превосходят ваши ожидания. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и увидимся в следующих видео. Пока!